Всем привет! Сегодня я поговорю о том, что нужно делать новичкам для того, чтобы начать учиться в первую очередь, а потом уже зарабатывать деньги. Потому что по-другому я считаю, что это опасно для вашего бюджета. Второй момент. Вы не должны заходить на фьючерсы до того момента, пока не будете уверены в том, что у вас все получается, вы понимаете графики, и заработать на рынке можно как на падении, как я уже говорил, так и на росте. Не забывайте, у нас есть телеграм-канал, подписывайтесь на него, ставьте колокольчик, в YouTube-канале тоже подписывайтесь, смотрите плейлисты, их очень много. И я хотел обратить внимание вас на то, что вот проводил, ну, скажем так, опрос, поделитесь своей информацией, из-за чего в основном у вас минус. Пишите в комментарии или отвечайте на анонимный опрос. И вот, как вы видите, у большинства людей, если взять это все воедино, то в основном больше 29% людей теряют свои деньги из-за как раз большого плеча. Даже X20 и X10 являются большим плечом. По просадке биткоина, когда вы видели, когда он упал на 20-29%, другие альткоины упали в 2 раза больше, на 50%. И таким образом 50% без плечей, умноженное на 20x, это большие минуса. Минус 1000%, у некоторых минус не только 1000, но минус 5000. И обычно вам мешает в торговле это то, что вы не можете смириться с маленьким минусом, и потом уже ждете у моря погоды, когда у вас очень большие минуса, и вы ищете развязку, так, что делать дальше. Также мы рассмотрим несколько криптовалют. Вот, как я и говорил в начале видео, что вам необходимо делать для того, чтобы начать учиться. Перейдем опять на графики. Первое, то, что вам необходимо, это заходить каждое утро и каждый день в это приложение, где можно чертить ваше видение по графикам. Вы должны использовать разные инструменты. Здесь разные индикаторы есть, разные полезные инструменты, с которыми вы можете работать. И вы должны понимать, что каждый таймфрейм имеет свою ценность. Да? Чем меньше таймфрейм, тем меньше ценности он несет. Ну, это образно говоря. Почему так? Вот если мы видим в один день восходящий тренд, и мы здесь видим пробитие тренда, и пока мы не вернулись, опять-таки, в это русло, мы видим локально, то есть более глобально, да, и более локально вот тренд. Можно его чертить вот таким образом. Вот то, что у нас сейчас имеется, да. Нисходящий канал, который необходимо вам самим нарисовать его и понять, где находится цена. Когда мы обозначаем или вводим в какие-то рамки график, мы уже начинаем более-менее понимать, да, что тут есть среднескользящие, мы здесь остановились на этом. Если посмотреть 12 часов, то неоднократно мы видим, да, на 12 часах также среднескользящая, и цена отталкивалась в восходящем канале, и когда уже мы пробили, мы стали ниже среднескользящей, и вам необходимо, чтобы понять дальнейшую судьбу криптовалюты, надо понять историю ее, что было до этого. Поэтому вы открываете более историю больше, чем вы видите. И мы видим, что когда также мы оттолкнулись от среднескользящей несколько раз, мы приходили в этот уровень, но после пробития вот у нас получилась такая ситуация. Допустим, падение на 46%. То есть вот среднескользящая. Здесь у нас 21%, 46% будет в районе, я думаю, что не обязательно, что будет именно так, но, допустим, вот у нас следующий там, приход, это в зоне 30 тысяч. Также мы видим ключевые уровни, да, это 30 тысяч, 31 тысяча. И вот эти импульсы, которые мы видим после пробития канала, вот эти свечи, и потом очень быстрое выкупание, или как правильно сказать, цены, и возвращение в какой-то определенный уровень поддержки, да, вот мы видим, если вы обратите внимание, мы видим скопление больших покупок и продаж вот в этих областях, видите, да, один из индикаторов, волюм, и мы можем предположить, что вот эти выпуклости этих индикаторов служат
некой поддержкой, если цена пойдет в глобальном смысле, да, если мы смотрим на день, мы можем понять, что и открываем более расширенную информацию, то мы видим, что скопление больших покупок и продаж находится в этой зоне. И это служит неким таким стопом, если в случае, если цена пойдет ниже, мы увидим приход к этой зоне 3-4, возможно, будет импульс такой, где мы тоже увидим такое движение, как мы и здесь видели, вот в район вот этих значений, да, 30 тысяч. И, как вы видите, чем больше мы открываем историю, тем мы видим большую картину, да, где были большие уровни покупок и продаж. Вот. Это 11 тысяч, поэтому, скорее всего, многие, ну, большинство трейдеров, которые говорят, вот мы обязательно придем к этому уровню, вот поэтому они говорят, вот, да, тут пробитие этого уровня будет означать приход к 19 тысячам и потом приход к 10 тысячам, потому что тут большие объемы. Возможно, они еще по каким-то причинам смотрят. Я, конечно же, понимаю, что если мы смотрим биткоин и вообще всю ситуацию с рынком, то есть такое понятие ликвидность рынка. И если мы посмотрим на стакан ордеров, мы увидим, что ликвидность рынка по биткоину на споте равно 313 тысяч на сегодняшний момент. Вот у нас есть покупатель на 313 тысяч. Вот это большой у нас большой стакан ордеров. Да? Здесь у нас на HitBTC 1 миллиард. 330, то есть 313 миллионов и 1 миллиард долларов. Да? 8 тысяч биткоинов, 50 тысяч биткоинов. Конечно же, мы не видим покупателей, которые, там отдельная история. Поэтому, если кто-то захочет на какой-то бирже сразу по рынку продать на 314 миллионов, то, скорее всего, он опустошит этот весь стакан ордеров, и все посыпется, и он дойдет до значения 10 тысяч. Это большие суммы, это минус 79%. Будет большой импульс, большой сквиз, и понятно, что на остальных биржах останется, то есть он не повлияет на другие биржи, да, как вы видели недавно на Binance US США, да, биржа Binance США, там был сквиз, как раз какой-то алгоритм нарушился, и стакан ордеров до 3000 или до 13 тысяч, я вот не помню цифру, все было по рынку продано. Поэтому, когда вот у компаний, которые владеют, вы видите, там 10 тысяч биткоинов, 20 тысяч, там, миллиарды биткоинов, то им по рынку продавать нельзя, поскольку они обрушат рынок. Но если, представьте, есть биткоины у людей, которые не имеют морали, они могут зайти в шорт на каких-то значениях, когда цена там вырастет, продать по рынку, там они, я не знаю, высчитают, продать по рынку свои биткоины, опустить цену, будучи в шорте, опустить цену там до 30 тысяч и еще заработать в шорте. И вот в этом и опасность. И опасность еще в том, что если биткоин падает, то это как такой инструмент, что можно уронить и остальные криптовалюты. Альткоины, вы видели прошлое видео, если кто не видел, я записывал видео, вот это важно посмотреть новичкам. Это часть первую, часть вторую, но тут больше по разбору вот этих всех ордеров. Но вот почему все в минусе, или из-за чего все криптовалюты в минусе, посмотрите это видео. Просто сравнение с биткоином, графиков с биткоином, и некоторым это будет непонятно и страшно даже. Вот. Также смотрите, у нас есть плейлисты, довольно их много, несколько лет видео. Листинги очень интересная тема, потому что многие хотят зайти на листинги и заработать вот 189 видео листингов разных. Также торговля на фьючерсах, шорт-лонг, как мы тоже развивались, разгон депозита с $1. Для новичков торговля на фьючерсах это все как бы видео в доступном доступе, пожалуйста, смотрите, анализируйте. И возвращаемся к тому, что необходимо делать вам. Первое я сказал, найти некий тренд, да, это будет локально нисходящий канал, восходящий канал, и понять, что здесь происходит, где у нас уровни поддержки, где у нас уровни сопротивления ценовые, вы видите, да, они выделены. Понять, почему они здесь находятся, понять объемы, где были большие объемы покупок-продаж, включить среднескользящую 250 МА. Также экспериментировать с разными индикаторами, поскольку их очень большое количество. И тут важно понимать, либо вы платите за как бы бесплатную вроде бы информацию, вы платите, либо вы сами находите и развиваетесь. То есть либо вам показывают ее, это как
я хочу изучить английский или французский язык, или китайский язык. Все в открытом доступе, но почему-то не все понимают и знают английский язык. Еще один момент, вам должно нравиться то, что вы делаете. Вам просто вот вы просыпаетесь, и вот вы хотите, вот это как хобби, это должно вам нравиться. Если вам это не нравится, то, скорее всего, вы, ну, не то что проиграете, но вы будете это все делать через силы, и это будет сразу неправильно. Вот заметьте, вот это была информация про коронавирус, тоже как и у нас сейчас, какая-то реакция цены на 58, вот среднескользящая у нас, она ниже, допустим, цена упала на 63%. Если посмотреть на сегодняшнюю картину, вот как раз 50%, да, 55%, то есть может какой-то сквиз, если 68, это вообще около 19 тысяч, но реальнее всего вот этот уровень не пробить, да, остановиться где-то здесь, если будем, в случае, если мы пойдем дальше вниз, вот, по вот нисходящему каналу, и пойдем вот после этого уже вверх, импульс наверх. Недельный таймфрейм, то есть, да, кстати, чем старше таймфрейм, тем больше вы информации можете увидеть. Вот это все сейчас, это восходящий глобальный канал. Если мы начертим параллельные линии, это все восходящий канал.